Добрый вечер, дорогие зрители! С вами Минская Java Community. Недавние события по переходу на удаленную работу стали для нас большой неожиданностью и совершенно новым опытом. На данный момент, по статистике, на работу из дому переведено уже более 80% IT-специалистов. Наша гостья была одной из первых, кто организовал переход своего проекта на работу из дому. Встречаем Анастасия Малашкевич, Delivery Manager. Анастасия строго соблюдает рекомендации ВОЗ по карантину, поэтому подключится к нам удаленно. Добрый вечер, Анастасия. Приветики. Расскажи, пожалуйста, кто принял решение переходить на удаленную работу и как это происходило на твоем проекте? Ну смотри, как и все хорошие решения, да, это решение было совместное, полюбовное и обоюдное. Поэтому здесь с нашей стороны, конечно, мы были достаточно проактивны, потому что мы беспокоимся о здоровье ребят, и в целом забота о коллективе – это один, наверное, из важных аспектов, который стоит ставить на первое место. Поэтому здесь вместе с нашим заказчиком мы достаточно быстро достигли согласия в этом вопросе и перешли в достаточно активном темпе на полностью удаленную работу. На данный момент все члены проекта работают из дома или кто-то остался еще из офиса? Все члены проекта работают из дома, потому что в целом это, наверное, самое логичное решение, что если мы говорим особенно о здоровье, то и о заботе о коллективе, то переводить всех, не оставляя кого-то за бортом. Поэтому сейчас не только мы работаем все по домам, не только наш проект, но и заказчик в том числе. Отлично. Переход осуществлялся поэтапно или единоразово? Вы просто все взяли и остались дома? Ну, во-первых, у нас, конечно же, было тестирование про того, какие могут быть проблемы, да, насколько будет там доступна инфраструктура, насколько удобно, насколько получается подключиться ко всем нужным ресурсам ребятам из дома. Поэтому сначала мы протестировали это небольшой командой одной из. А уже после, убедившись, что у нас есть все необходимые доступы, что все ребята имеют возможность техническую, да, то есть это может быть ноутбук, это может быть какая-то возможность забрать рабочую станцию из офиса, то, что у всех нормально работает интернет, то, что у всех есть нужные Wi-Fi адаптеры и так далее. Когда уже мы вот это все проверили, да, то как такой первый подготовительный большой этап, мы перешли все с 16 марта, начали работать из дома всем проектом. А как за это время изменилась продуктивность команды? Есть ли какая-то статистика? Продуктивность команды, потому что я вижу и наблюдаю, и с помощью тех скрам-тулов, которые у нас есть, как берндаун-чарты, как какие-то фидбэки после ретроспектив, я не могу сказать, что что-то сильно поменялось на данный момент. Ребята достаточно самоорганизованный и слаженный коллектив, поэтому продуктивность на данном этапе сложно сказать, что упала она или нет, да, то есть то, что я вижу на моем уровне, все выглядит более чем оптимистично. И, конечно, хочется посмотреть просто на более долгом периоде, то есть если мы будем и дальше работать из дома, да, то какие потенциальные могут быть последствия, и замерить это на чуть большем промежутке времени. Но на данный момент позитивные отзывы как со стороны заказчика, то, что команда доступна в рабочее время, вопросы решаются быстро, задержек нет, точно так и с нашей стороны, и от ребят пока что какие-то такие жалобы, может быть, более социального характера, чем того, как это все настроено. Понял. Вот. С точки зрения... Что мы вернемся в офисы. Все-таки будем надеяться, что мы вернемся в офисы и статистику эту собрать не удастся. Ну почему же? Все равно удастся собрать какие-то фидбэки, да, от ребят, особенно сейчас, например, у нас близится не только в принципе работа такая рутинная из дома, но еще в том числе PI-планирование, которое будет тоже проходить в сетапе. Все сидят по домам за своими ноутбуками и компьютерами, поэтому это тоже будет интересно посмотреть, как пройдет. Вот, такой, наверное, опыт, который здорово поиметь в своем резюме, особенно если он успешен. Так
что А есть уже посмотрим. какие-то жалобы, предложения от команды, которые стоило бы принять другим? То, что я разговаривала с ребятами из команд, как небольшой такой личный психотерапевт, бросила клич желающих пообщаться и пожаловаться, те, кому одиноко дома, и не хватает социального контакта. В целом, в основном, жалобы, даже не жалобы, это больше как такие крики души, то, что многим ребятам очень не хватает вот именно социального какого-то контакта, да, того, что ты приходишь в офис, ты можешь с кем-то пойти на кофе-брейк, зацепиться языком, о чем-то поговорить. То, что проще может быть для особенно ребят, которые только пришли на проект, и, в принципе, для джуниоров и мидов, наверное, тоже, выяснение каких-то вопросов специфичных, технических, когда ты можешь просто подъехать к нужному тебе человеку на стуле, быстро задать нужные вопросы и точно так же быстро откатиться, да, но во всем есть свои плюсы, даже в этой ситуации, что, конечно, да, где-то не хватает ребятам какой-то такой социальной коммуникации, но, возможно, это в будущем, когда все вернутся в офис, покажет вот эту значимость такого физического контакта с людьми, да, и общения лицом к лицу, а не только в чате, и поднимет, возможно, даже больше каких-то ребят, даже поднимет лишний раз с места подойти и поговорить, а не просто там писать в чате коллеги, который сидит от тебя там, не знаю, в 2 стульях условно. То есть тоже такой полезный момент, который может сыграть в будущем на руку. Я понял. В интернете появляется очень много историй, как менеджера компаний заставляют людей ставить трекеры рабочего времени на компьютер, трекеры экранов и так далее. Не появился ли у тебя синдром вахтера, так сказать? Как ты можешь контролировать работу? Ведь раньше ты видела людей вживую, они работали, они общались, а сейчас у тебя только монитор и все, и редко кто-нибудь звонит в скайп. Не видно, что люди делают. Ну, во-первых, мне кажется, что хороший delivery менеджер и project менеджер в целом, да, он, будем откровенны, и так достаточно. Это не скроммастер, да, например, который работает с командой, это не кей-дев и не кей-тест, который там постоянно варится в деталях, да, и в каких-то там таких прям нюансах, да, назовем это так. Поэтому для меня на моем уровне, например, не могу сказать, что сильно что-то поменялось, потому что, конечно, там пойти посмотреть, там пойти с кем-то поговорить, там, да, и там живой контакт, он, конечно, лучше любого онлайна в чем-то, вот. Но конкретно на моем уровне я не могу сказать, что там это сильная какая-то разница, которая прям контраст, и я страдаю, и мне хочется сидеть и всех микроменеджить. Более того, мне кажется, что ни в коем случае нельзя вводить ребят в дополнительный стресс, и если, особенно для людей, которые не привыкли к удаленной работе, например, и никогда не имели такого опыта, кроме того, что резко посадить их всех по домам, еще и сказать так, а теперь еще каждому по трекеру, пожалуйста, и злую тетку, которая будет стоять рядом и тюкать тебя по голове, если ты вдруг что-то там где-то в туалет лишний раз вышел, да. Ну, как-то так себе идея, потому что для ребят это будет вообще безумный стресс. Мало того, что адаптироваться нужно к новым условиям, надо по-новому разобраться с тем, как ты строишь свое расписание, как ты строишь свой день, как ты общаешься с коллегами, найти какие-то новые коммуникационные способы, возможно, то еще и трекеры на компы, ну, это совсем уже такой, мне кажется, жесткий вариант. Плюс все-таки в этом плане я разделяю ценности Agile, что доверие, на нем строиться должно, в принципе, вся работа, да, им доверять своим ребятам, доверять своей команде очень важно. И с точки зрения трекинга работы, да, и прогресса, то, как быстро, то, как успешно мы продвигаемся по направлению к успешному деливери, это все тот же инструментарий, который был у нас, когда мы работали в офисе, да, то есть я как менеджер могу открыть, посмотреть бёрндаун-чарты команд, я могу посмотреть статистики, какие-то странички по багам, как мы проводим релиз-кандидат, как он идет по quality-гейтам. Я точно так могу прокоммуницировать с людьми, точно так могу постучаться в личку, созвониться, и, в принципе, не могу сказать, что здесь это является каким-то таким, что нужно что-то специфичное, прям вот такое особенное, да. Наверное, единственный какой-то нюанс, который, конечно, пришлось добавить, да, это
возможность человека, который работает из дома, подтвердить, что у него все окей, или поднять флаг и сказать, что мне нужно, у меня, не знаю, отвалился интернет, там что-то сломалось, вышло из строя, помогите, да, то есть вот какие-то такие вещи. Но в целом все остальное должно, на мой взгляд, оставаться максимально приближенным к тому, как оно было во время офисной работы, то есть не вводить дополнительные какие-то слишком много каких-то дополнительных инструментов, и особенно делая это просто, чтобы перестраховаться, не понимая, зачем это, потому что это может ввести людей еще более того в дополнительный, как я уже сказала, стресс, более того и в негатив, потому что когда тебе нужно что-то вот отрепортать, да, или что-то там поставить галочку 150 раз на дню какую-то, да, которую там кто-то посмотрит, а кто-то может даже и забудет, что эта галочка там какая-нибудь есть, в каком-нибудь репортике, да, или там какую-нибудь специфик-метрику собирать каждый день. Ну, это может быть слишком излишне. Я понял. В общем, основываемся на доверии. Да. Основываемся на доверии, используем все те же инструменты, которые использовали в офисе. Все то же самое. Весь тот же скрам, все те же burn-down-чарты. Отлично. И не только. А как изменился твой режим дня? Какие у тебя есть личные впечатления о переходе на удаленную работу? Стало больше спать, больше пить кофе, больше играть с котом, что угодно? Лично мои впечатления, для меня это интересный опыт. У меня пока очень позитивное отношение к этому, именно как к опыту. Понятно, что я во многом поддерживаю ребят, которые ждут моменты, когда мы все вернемся снова в офис, чтобы восстановить вот этот коммуникативный пробел, который имеет место сейчас, возможно, именно физический какой-то контакт, да. Но мой график дня с большего, наверное, не особо поменялся. Более того, я специально старалась оставлять его максимально таким же, чтобы как-то не перейти в этот какой-то каникульный мод, да, когда ты там поменял сетап работы и такой, ну, здесь чуть-чуть, да, а постепенно адаптироваться. С точки зрения чая, кофе, на удивление, пообщавшись тоже со многими своими ребятами с проекта, мне кажется, мы все стали намного меньше пить чая и кофе, потому что одна из причин в офисе такого огромного потребления, как правило, кофе, чая, еще чего-то, потому что это один из способов сделать перерыв, да, там как-то отвлечься, и в офисе, откровенно говоря, не так много вариантов, что можно такого сделать, кроме того, что там выйти на обед, прогуляться. Но обычно это что, да, там чай, кофе, с коллегой поговорить, там выйти, что-нибудь в таком духе. Дома же вариантов отвлечься в обед или там сделать какой-то перерыв намного больше, там, начиная от того, что там ты можешь в обед 20 минут книжку почитать, которую хотел, там, или что-нибудь еще поделать, да, там, прибраться банально там по дому. Вот. Поэтому чай и кофе стали ребята пить, и я в том числе намного меньше. То есть если раньше там это было условно там чашки 3 кофе за день, 4, то сейчас это там 1 утром, 2 максимум, как бы и все. Плюс опять же банальная лень идти на кухню и все это там варить, заваривать кофе там какой-нибудь, чай. Поэтому здесь такой, наверное, на пользу здоровью, можно так сказать. Вот. А в остальном график остался, наверное, такой же. Конечно, радует то, что то время, которое тратилось на дорогу, это ты просто закрыл ноутбук и пошел заниматься своими делами. Но тут очень тоже важно соблюдать вот это ощущение перемены слагаемых, да, то, что сейчас ты работал, а сейчас все, у тебя уже начался отдых, и как-то тут намного очень важно сохранять вот это вот ощущение изменения чего-либо, да, потому что для меня, например, это помогает там переодеться из рабочей одежды какой-то, да, в домашнюю, потому что тоже если сидеть постоянно в домашней одежде и работать в ней, и потом домашними делами заниматься, то чувствуешь себя каким-то гоблином, который зарылся в пещере и вообще только работает, и только что-то крошки, как, не знаю, как вот этот мужчина, который был в Саус-парке, из Warcraft играл, то есть такой, который уже не отлипает от ноутбука. Поэтому очень важно вот как-то все-таки сохранять человеческий вид. Вот, мне лично вот это помогает.
Вот. А с большего, поэтому не могу сказать, что как-то там кардинально что-то поменялось в графике дня. Просыпаюсь так же, ложусь спать так же, то есть тут таких кардинальных каких-то изменений нет. Я понял. В комментариях зрители пишут, что в идеале трекеры нужны не только для контроля работы. Ты можешь представить, для чего они нужны? Дорогие зрители, вы также делитесь в комментариях, расскажите нам, зачем же они могут быть еще нужны. То, что они нужны не только для контроля работы. Ну, если ребята поделятся в чате и скажут вот их личные кейсы, да, если у них стояли трекеры на рабочих станциях, вот какие плюсы они видели, было бы здорово, потому что мы, например, ну, конкретно в моем проекте, в моей практике, в моем опыте, я не особо сталкивалась с трекерами, и не могу здесь особо там поделиться своим мнением, потому что оно может быть такое однобокое. Вот. Если я услышу какие-то там клевые поинты за, то это будет здорово. Я понял. Покажи нам своего котика, возможно, он станет новой интернет-звездой. Котик это тот сейчас, он у меня даже здесь сейчас на коленях. Вот это вот оно. Я не знаю, видно вам его или нет, но он Видно, лежал видно. и спал. Как Это зовут котика? Салим зовут котика. Он Отлично. маленький еще, ему еще только сколько? 3-4. Вот. Ну и как бы он на самом деле себя достаточно хорошо ведет. Не особо пытается печатать со мной вместе на клавиатуре, но ноги иногда у меня, конечно, отваливаются, потому что он любит прийти, лечь на колени, пока я печатаю или занимаюсь какими-то делами, и просто спать. И вот и ты потом уже не можешь никак повернуться, потому что боишься его разбудить лишний раз. И вот. Но это здорово, это очень классный антистресс, мне кажется. Котик, вот жалко, что в офис не очень будет вариант принести котика или хомячка какого-нибудь, но мне кажется, это очень клево, особенно сейчас, в этой ситуации такой тревожной и наполненной невнятным будущим, да, непонятно, как что отразится на экономике и так далее. Это прям супер антистресс, особенно на каких-нибудь митингах, когда сидишь, такой, наглаживаешь себе кота, и жизнь уже намного веселее, кажется. Я понял. Вот. Давайте подытожим, что мы имеем. Первое, команда справляется. Второе, заказчик доволен. Третье, доверие самое главное. Четвертое, котик красавчик. Спасибо. Большое спасибо, Анастасия. С вами была Анастасия Малашкевич, Delivery Manager. Дорогие зрители, пишите в комментариях, как происходил переход на удаленную работу на вашем проекте. Нам это будет очень интересно. А сейчас мы отключаемся на пару минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на канале. Ведь с одной стороны не надо никуда идти, но с другой стороны просто поговорить с коллегами стало гораздо сложнее. И это все усугубляется еще вашей семьей. Ваша жена, дети, домашние животные, они постоянно хотят попасть в камеру во время очень важного митинга. И сегодня мы наконец разберемся, как можно работать удаленно и сохранить при этом вашу нервную систему. Наш следующий гость нам в этом поможет. Психолог частной практики, семейный терапевт, диалоговый терапевт Анушкина Ольга. Встречаем. Здравствуйте. Ссылки на ее сайт будут в описании к данному видео. Добрый вечер, Ольга. Как настоящие разработчики мы начнем с постановки проблемы. Какие основные сложности вы видите в удаленной работе? Ну, я бы разделила эти сложности на несколько частей, потому что здесь есть сложности, связанные с профессиональной деятельностью, как ее обустроить, как организовать свою работу, сложности, связанные с психоэмоциональным состоянием людей, которые работают на удаленке, сложности, связанные с физическим состоянием, то есть на самом деле, чем больше люди работают в специально неорганизованных местах, то есть у них нет их привычных кресел чаще всего, то есть дома не все озаботились заранее, чтобы у них были прекрасно оборудованные места, такие же, как в офисах, поэтому физическое состояние через некоторое время начнет давать сбой, то есть это появятся у нас проблемы со спинами, проблемы с шеями, руки начнут болеть, и в общем здесь есть тоже проблемка. Также есть еще проблемы, связанные с коммуникативными какими-то навыками. И социальная изоляция, опять же, она здесь цветет просто всеми фибрами.
То есть что я имею в виду здесь? То есть люди, которые изначально имели хороший социальный скилл, те, которые хорошо умели общаться с другими, они как раз менее страдают в этой ситуации. Люди, которые, не очень, скажем так, умели общаться и выстраивать контакты с другими людьми, тем будет сложнее, потому что на самом деле они оказались в ситуации, когда привычный, организованный способ общения с другими людьми, такой как выйти на кофе-паузу, покурить, там, попить чайку, скушать вкусняшку в коридоре, прокатиться на самокате или там пойти на те же какие-то активности, которые происходят для команды, у них теперь закончились. А сами они не очень умеют организовывать себе эти вещи, тем более сейчас в условиях изоляции. И поэтому таким людям, конечно же, становится сложнее. И в этом месте очень сильно возрастает тревога, связанная с тем, как вообще сейчас в мире происходит ситуация в связи с пандемией, в связи с экономическим кризисом. Людям сложно, и они отзываются тревогой, страхом, которые пытаются всеми силами игнорировать. Различные стратегии включают для совладания с этим состоянием. И даже на какой-то момент эти стратегии работают очень хорошо, потому что люди адаптируются, они пытаются там как-то справиться с этим состоянием, которое их захлестывает, игнорировать его. Но наш организм, он хитро устроен, через какое-то время начнет давать сбои, и, в общем-то, в этом месте важно знать про это, о том, что очень нужно сейчас как раз заботиться о своем эмоциональном состоянии, о том, как я переживаю период нестабильности, период неопределенности, как я могу вообще размещать свой страх. Есть ли у меня люди, которые готовы меня выслушать и не сказать, что я полный идиот или идиотка, и что вообще все фигня, все пройдет, важно просто работать. То есть это же потребность безопасности, на самом деле, самая важная, и люди, если она не удовлетворена, начинают вылетать. Я могу потом еще чуть больше про это рассказать, если вы будете задавать вопросы. И хочу еще сказать, какие еще есть сложности. Это смешение работы и дома, размывание границ между ними. То есть, по большому счету, люди оказались в ситуации, когда непонятно, то ли отпуск, то ли карантин, то ли каникулы, то ли я на работе. Не очень понятно, это сейчас мой дом, офис или что. И в этом месте и близкие начинают страдать, потому что им хочется вот этого человека, который сейчас находится дома, конечно же, использовать для удовлетворения своих потребностей, которых тоже много. И в этом месте могут возникать конфликты между взрослыми людьми, между детьми, которые хотят добраться до пап или мам. И в этом месте есть заряженность и подъем напряжения. И об этом тоже мы можем чуть попозже остановиться подробнее. И есть еще сложности, которые связаны, как вы уже говорили, с животными, хотя предыдущий оратор говорил о том, что ей конкретно удается хорошо отстраивать границу с животными, со своим котиком. Но так происходит не всегда, потому что животные, которые часто живут долго в доме, у них есть хозяин или хозяйка, и они скучают, это социальные очень животные, и они начинают простраивать, конечно же, новый способ взаимодействия со своим хозяином или хозяйкой и претендовать на свою долю внимания. И часто это очень мешает рабочим вопросам, потому что животное может отвлекать, оно может реально прыгать на клавиатуру, оно может спать на компьютере, оно может мяукать и орать во время митингов, и это тоже есть проблема, которую нужно отстраивать заново. Такие вот направления я для себя выделила. Возможно, я что-то потеряла, но если что, вы мне подскажете, зададите вопросы. Я понял. Зная проблему, мы можем ее начинать эффективно решать. Пишите ваши вопросы в комментариях, если они у вас появились, ну а мы начнем. Как можно разграничить понятие работа и дом для того, чтобы нам как-то стало проще, и мы оказались в привычной для себя среде обитания? Но я бы сказала, что здесь очень важно сделать следующее. То есть мы все привыкли, когда ходили на работу, к определенному режиму дня, к определенному графику. То есть было четкое понимание, во сколько я встаю, во сколько я ложусь, ну плюс-минус там, у кого-то час, у кого-то полчаса, плюс-минус рабочее время, которое было стандартно, плюс-минус мы понимали, когда мы идем на обед, когда у нас будет перерыв на кофе-паузу, когда у нас там какие-то рабочие встречи. То есть ровно то же самое переносится и на удаленку. То есть здесь важно организовать себе режим дня, сделать его максимально приближенный к тому, который у вас был изначально, для того, чтобы ваш организм, минимизировать стрессовую ситуацию для организма. Что еще важно? Для того, чтобы осуществлять переход от отдыхательной деятельности дома в рабочую деятельность уже на работе, вам нужно ввести, на мой взгляд, некоторые ритуалы, которые помогут. Один из ритуалов, о котором тоже уже вскользь говорил предыдущий оратор, это
ритуал о том, что когда мы собираемся на работу, мы точно, сходим в душ, приведем себя в порядок, женщины приведут, мейкап сделают соответствующий, оденутся, и мужчины тоже. В общем, это необходимая ритуальная часть для того, чтобы почувствовать себя входящим в рабочую атмосферу. То есть, если вы привыкли пить кофе до работы, вставать за 40 минут до выхода из дома, то есть все точно так же делается и дома. То есть обязательное условие для того, чтобы вы себя чувствовали хорошо в рабочее время и у вас был переход, обычно вы как-то перемещаетесь, либо пешком, либо на машине, либо общественным транспортом, либо велосипед, кто на чем. Соответственно, это перемещение вам важно организовать в доме. Вы не можете его, как-то пройти, но вы можете создать своему телу активность. Хорошие варианты, небольшая активность в виде танцевальной какой-то практики, включите себе музыку, потанцуйте. Ваше тело должно переместиться, то есть оно должно подвигаться, это тоже ритуал. То есть поспать это лишнее время, это наоборот провальная идея, Это провальная идея, да. Очевидность. То есть это, конечно же, очень хочется сделать, это классно, кажется, уже никуда не надо спешить, все уже точно здесь, у меня есть лишний час, но с точки зрения стрессоустойчивости вашего организму важно, то есть автоматизированные действия, к которым он уже привык. То есть не давайте ему лишний повод стрессануть. Что еще важно? Если у вас был обед в определенное время, вам нужно кушать. Соответственно, этот обед либо у вас должен быть, либо у вас должно быть время, которое вы планируете плюс на то, чтобы вам его приготовить. Для того, чтобы приготовить, у вас должны быть дома набор продуктов. Соответственно, если вы автоматизируете вариант, у вас есть продукты, и вы четко знаете, что вы можете приготовить, минимально из этих продуктов, вам не нужно париться тогда в эту сторону. Или у вас есть доставка, которая вам привезет в определенное время определенную еду. То есть это должно быть поставлено тоже на автоматизированное действие, которое не требует лишней загрузки вашего мозга. Что следующее? То есть очень хорошо было бы ввести ритуал, который позволит людям не чувствовать себя в одиночестве, помимо каких-то митингов привычного контроля, который происходит, общения по поводу задач, которые вы ставите. Важно было бы сделать ритуал, когда кофе-брейки, которые у вас на работе были, выходы, покурить, попить кофе, можно их для команды обозначать в определенное время, как некоторая стоп-точка, в которую все оставляют работу и выходят пить кофе, и выходят в чат. На самом деле, там, где они могут видеть друг друга и сидеть, болтать просто за кофе и чаем, обсуждать, а общаться. То есть это важно. Общаться с командой, общаться с людьми. То есть в течение дня эту штуку нужно возобновить. То есть для этого нужно приложить немножко усилий, чтобы она появилась. Но это очень четко даст понять вашему мозгу о том, что происходит, что это безопасная среда, я могу быть точно так же, как и раньше, расслабляться. Это хорошо. Я уже слышал подобные истории от американских коллег, где люди просто по скайпу собирались и пили кофе с видео. Это же очень, на самом деле, добавляет причастности к команде. Я не один сейчас, вместе со мной сейчас прямо тут. Сидит кто-то, пьет кофе, мы можем поболтать не на темы, связанные с работой, а вообще. Меня могут видеть с тем состоянием, в котором я сейчас нахожусь, и я могу видеть других. Ведь когда мы работаем и перешли в основном на общение через мессенджеры, произошла следующая штука. С одной стороны, это классно, то есть задачки стали решаться в некоторых случаях быстрее, потому что они все отслеживаются прямо текстовый вариант, то есть не может быть разных разночтений, не надо передавать через какие-то вторые, третьи, пятые руки, то есть все понимают, убрался эмоциональный контекст, то есть никто не орет из тех, кто привык орать матом. В общем, все хорошо, все понятно и ясно, но когда мы читаем текст, он безличен. Мы не видим у человека массу его реакций, которая для нас важна. То есть, когда мы смотрим на другого человека, большую часть информации мы считываем телесно, не через текст. Мы ощущаем всем телом другого человека, что с ним сейчас происходит, как я на него реагирую, что там происходит, как он ко мне относится. И эта штука важна для того, чтобы мы чувствовали себя более-менее безопасно и спокойно. Потому что когда голый текст, часть народа у нас любит проецировать. Это не то, чтобы касается именно работы на удаленке. Вообще так происходит. Люди стремятся додумать содержание текстов, эмоциональный подтекст. Когда мы не видим другого человека и не спрашиваем, мы можем дофантазировать, с какой интонацией написано мне сейчас вот это сообщение. И часть людей может, не проясняя контекст, уходить в раздражение, в обиду,
в накопление напряжения, в фантазии о том, что я что-то сделал не так, обо мне что-то подумали, какую-то гадость, не говорят. Ну, в общем, это тоже в этот период, когда стресса и так много, это может добавлять неустойчивости в этой нестабильной ситуации. Так, ну задавайте еще вопросы, Давайте пока будем выдохлась. отмечать какие-то ключевые моменты в нашей беседе. Здесь, насколько я услышал, есть два ключевых момента. Первое, нам просто необходим ритуал прихода на работу, одеваемся, идем по квартире, бегаем, танцуем, что угодно. Второе, если мы просто включим камеру в мессенджере, нам уже станет общаться проще. Я прав? Прав. Отлично. Ритуал ухода с работы точно так же необходим, как и ритуал прихода на работу. Потому что если вы не договоритесь в определенном времени, когда вы заканчиваете работу, рискуете перейти на вариант, когда у каждого индивидуально работа может растянуться. То есть часть людей, у которых я уже успела поспрашивать, из своих клиентов, рассказали мне о том, что когда они садятся в поток, то они перестают контролировать, сколько времени они просидели за компом. На самом деле, и тогда рабочий день растягивается на 2, на 3 часа плюс. И это не есть хорошо ни для физического состояния, ни для эмоционального, ни для того, чтобы разграничить, где дома, где работа. Мы в дальнейшем это подробнее рассмотрим. Хорошо. А расскажите нам, как организовать наше рабочее пространство, потому что эта проблема очень сильно коснулась лично меня, например. У меня на работе было классное рабочее место, мне было удобно, а вот дома уже что-то не то. Конечно, не то. То есть дома вы привыкли отдыхать, дома у вас все сделано для того, чтобы вы расслаблялись, а не для того, чтобы вы собрались и пошли решать свои задачи. Поэтому, соответственно, начиная от кресла, стола, за которым вы работаете, возможно, вы позаботились об этом заранее, а возможно и нет. Возможно, часть народа до сих пор сидит за каким-нибудь кухонным столом в маленьких низких креслах, создавая нагрузку себе на весь позвоночник. Что нужно делать? Что важно? Так как мы не можем сейчас срочно поменять стулья, поменять столы, это не в наших силах, но мы можем позаботиться о своем комфорте и сделать максимум из того, что нам доступно. Как минимум, если вы живете в квартире, где есть, надо сделать зонирование. Даже если она однокомнатная, и у вас там только одна спальня и кухня, то, соответственно, в этой спальне точно так же можно найти место, которое будет ваше рабочее место, и оборудовать его максимально комфортным для себя, то есть стол, порядок на столе, потому что если у вас беспорядок на столе, если там нагромождено все, то в этом месте вы постоянно будете цепляться, и это будет накапливать в вас раздражение и энергию лишнюю. Зачем вам это? Вам это совершенно не нужно, поэтому порядок на столе, порядок на рабочем столе у вас в компьютере, порядок в голове. То есть как организовать себе удобное сидение. То есть все помнят санитарные нормы о том, как должен располагаться, сидеть напротив стола, на каком расстоянии должны быть ваши глаза от монитора, на какой высоты должны быть ваше сидение относительно стола, чтобы вам Если было у вас удобно. эти нормы есть, скиньте нам, мы их обязательно разместим в комментариях. Сейчас норм нет, но их можно сейчас быстренько найти. Отлично. Вот в общем Спасибо. интернете, они в общем доступе, это точно важно. Потому что когда вы сидите на неудобном стуле в неудобном положении, ваши спины и так обычно уже с какими-то проблемами. То есть вы зарабатываете еще больше проблем, и болевой синдром никак не способствует тому, чтобы вы хорошо решали поставленные задачи. То есть, опять же, в вашей пятой точке должно быть удобно. То есть сидение должно быть условно мягким, потому что вы могли высидеть там 8 часов. То есть что еще важно? Если у вас есть дома животные, которые будут стремиться поближе к вам, потому что вы хозяин или хозяйка, вам нужно организовать удобное место для вашего животного, чтобы ваши колени не страдали. То есть поставьте дополнительное кресло для вашего животного, положите его подстилку, устройте его точно так же удобно, чтобы он был в зоне досягаемости. То есть вы могли погладить или рукой, или ногой, и, в общем, в любой момент отреагировать. Животному важно ваше присутствие. Это социальное общение, и вы, наконец-то, в доступе. И оно будет делать все возможное, чтобы проверять ваши границы на предмет устойчивости, насколько вы можете уделить ему внимание. Ну, также и дети, на самом деле, поступают, и жены, которые, наконец-то, получили мужей в доступ. Вот. Ну, об этом можем чуть позже поговорить, если это важно. Да, вот сейчас как раз мы поговорим. Как нам решить проблему с близкими людьми? Ведь наши близкие, жены, мужья, дети, возможно, родители оказались с нами тоже на карантине. Угу. Да, это есть проблема. То есть на самом деле важно договариваться.
Договариваться очень четко о том, какой режим будет у вас конкретно и режим у членов вашей семьи. Договариваться не методом «я сказал, и так и будет». Это не, это не работает. То есть важно, чтобы вы были услышаны своими близкими о том, что вам нужна тишина в определенное время, когда вы работаете. А это значит, что для ваших близких в это время должна быть тоже понятная, ясная структура деятельности, которую вы обсудили вместе с ними. То есть если вы работаете, например, с 10 до 12, у вас есть 2 часа работы, когда вы плотно занимаетесь, а потом у вас перерыв. Это означает, что в это время, например, ваша жена или ваши дети заняты чем-то, что они обсудили с вами, чем-то тихим. То есть ваша жена что-то делает, например, готовит обед, ваши дети заняты чтением или собиранием мозаик. То есть эта деятельность должна быть регламентирована и договорена, и прописана. У детей должен быть тоже план. Если, конечно, им не год и не 3, в этом месте договориться сложнее. Но если дети постарше, тогда этот вариант уже вполне рабочий. Опять же, дети постарше, то есть им можно давать задания, которые им будут интересны. Что касается звуков в квартире, которые будут присутствовать, и это основной напряг на самом деле происходит, когда все вместе находящиеся люди на одной квартире создают много шума. То есть одномоментно кому-то нужно смотреть кино, разговаривать по телефону, слушать музыку, танцевать и работать. И в этом месте только ваш хороший контакт и просьба, на самом деле и выдача наушников могут решить этот вопрос. То есть техническое обеспечение вашего комфорта, опять же, это ваш вклад в вашу работоспособность. Наушники с шумоподавлением сейчас набирают популярность. Абсолютно верно. Вещь. Но если вы думаете о том, что ваша семья быстро без вас побежит этим заниматься, решать вопрос, то нет, это скорее ваша задача поговорить об этом и обеспечить, чтобы это было у вас дома. В общем, нам надо спланировать не только свою работу, но и жизнь своей семьи, своего окружения. Да, потому что с точки зрения, например, женщины, которая сидит дома с ребенком в декрете, например, она получает домой мужа, которого она практически не видит, он все время занят. И что ей хочется? Как вы думаете, какие ваши предположения? Что она будет делать? Она, конечно, знает, мозгами работать ему надо, деньги зарабатывать, но это не отменяет того, что она по нему скучает, что у нее куча домашних проблем, вопросов, которые срочно необходимо прямо сейчас обсудить. И это ее нормальная потребность, у нее голодная на общение. И, соответственно, она будет пытаться всеми силами достать вас из вашей ракушки, когда вы работаете. Дети будут делать то же самое. Если вы не простроите взаимоотношения и режим дня, когда вы свободны, в какое время вы идете гулять с детьми, в какое время вы садитесь с супругой и пьете кофе, разговаривайте о том, что вам важно и как вы будете переживать кризис. Разговаривайте о страхах взаимных, как вам сейчас быть, а вдруг кто-то останется без работы и что-то поменяется. То есть об этом важно говорить и выделять на это время. Время для общения друг с другом совершенно необходимо. Я понял. Еще одна вещь, которую мы можем выделить, это планируем не только свою работу, но и жизнь своей семьи, своего окружения в доме. И давайте еще раз... договариваемся, да. Это важно, договариваемся с окружением. Обязательно договариваемся. Не ультиматум, а договариваемся. Угу. Давайте еще более подробно рассмотрим ситуацию с животными. Ведь животные тоже получили своих хозяев на целый день. Вот, посмотрите на экран. Внимание на экран. Какие прекрасные котики. Прекрасные котики, они очень хорошо программируют. Вот как быть, когда попугай сидит на митинге вместо вас? Какая прелесть. Ну, на самом деле, в этом месте животные социальные существа, и им важно на самом деле показывать, кто в доме хозяин. То есть если вы будете поддаваться на все провокации со стороны животных и не обозначать свои границы, то бишь говорить животному, что сейчас я занят, закрывать дверь и отправлять супругу, например, с котом повзаимодействовать в то время, пока вы сидите на митинге, или давать детям задание разучить с собакой прямо сейчас какую-то команду, которые она будет выполнять и подкармливать ее вкусняшкой, то других вариантов у вас не будет. Животное будет стремиться захватить власть над своим хозяином. Это нормальное поведение животного. То есть оно до вас наконец-то дорвалось и хочет своего. То есть есть же животные с разным уровнем социализации. Есть те, кто изначально требует дрессировки определенной. То есть есть породы собак, которые будут захватывать власть.
И если вы не отстоите границы, то в этом месте, ну, к сожалению, вы будете слугами, которые обслуживают потребности своих животных. Это факт. Я понял, спасибо. Давайте теперь разберем ключевые отличия в общении по мессенджеру и вживую. Мгм. Ключевые отличия, но они на самом деле на виду. То есть, когда мы уже чуть-чуть говорили про мессенджеры, то есть, когда мы общаемся в мессенджере, есть плюсы о том, что мы, ну, как бы прозрачны. То есть, то, что мы пишем, слова можно прочитать все, могут прочитать, и там не может быть разночтений. Важно в этом месте спросить, все ли четко поняли, что написано, потому что бывают кейсы, когда люди читают одно, понимают другое. В этом месте важно все-таки прояснять, когда мы вживую общаемся, у человека есть возможность переспросить у нас и не чувствовать себя идиотом, потому что слышат не все. Когда мы в мессенджере напишем, а вот тут вот я что-то не поняла, а поясните мне, пожалуйста, есть большой страх у людей оказаться в ситуации стыдливой, ну там стыдной, когда ну, неудобно быть перед всеми, все же читают чатик, ну, какой-то не очень совершенный, уязвимый. И тогда в этом месте важно переспрашивать, давать людям некоторый пас для того, чтобы они имели возможность переспросить, правильно ли они поняли задачу, правильно ли дошло ли до всех информация. Что еще здесь есть? Здесь есть плюсик в том, что, как я уже говорила, что часть людей, которая привыкла решать вопросы в основном через личное общение, те люди, конечно, сталкиваются с проблемой, потому что в личном общении они умеют быстрее решать. А вот в чатиках и в мессенджерах им решать вопрос сложнее, потому что мысли часто у них формулируются не очень четко. И они сидят над клавиатурой и думают, как бы написать так, чтобы их поняли. То есть в личном общении они добавляют много эмоциональности, жестов, там, кивков. Все уже привыкли и понимают, что они хотят сказать. Здесь такого нет. Им сложнее. И такие люди могут зависать. Что еще? Есть, это я уже спрашивала просто у своих клиентов, они мне сказали такую штуку, о которой я не думала, о том, что часть задач, допустим, дизайнеры, когда ставятся задачи, им сложнее через мессенджеры поставить задачи, чем лично подойти и пояснить. То есть, возможно, есть какие-то технические вот такие профессии, которых я еще не знаю или просто сейчас не догоняю, которые тоже сталкиваются с такими сложностями. То есть, как мы уже говорили, мессенджер не передает всей этой информации, которую обычно мы считываем в личном общении. Те, кто не умел общаться лично, но при этом хорошо общался через текстовые сообщения, им норм. А те, кто наоборот, у кого прокачано личное общение, тем может быть сложнее. А какие могут быть особенности звонков или видеозвонков? Особенности, но опять же, связанные с прокачкой этого скилла. Если человек боится говорить, чтобы его видели, ему будет сложно, он будет теряться в стыде, как вообще сформулировать, что он хочет. Это скорее общий какой-то момент. Если я не умею говорить на камеру, если мне сложно, если я думаю о том, что сейчас меня заметят, услышат, а я что-то не то говорю, то человек тогда теряет от напряжения, теряет возможность сосредоточения. Если у человека все хорошо с этим, то ему, в общем-то, будет как рыбка в воде. Я понял. Как вы уже говорили, и это подтверждается исследованиями издательства Bloomberg, рабочий день у нас при работе удаленно значительно увеличился. Внимание на экран. В некоторых странах он увеличился более чем в 2 часа. Это большая нагрузка на людей. И с чем это может быть связано? Как можно это исправить? Какие последствия могут быть этого? Как я уже и говорила, связано это с тем, что размываются границы между домом и работой. То есть есть еще такая опция у людей, которые остались дома, им же очень хочется, сначала испытывать человек радость и счастье от того, что никуда не нужно идти. Прям удовольствие от того, что дома, наконец-то в пижамке могу тут потихонечку решать свои вопросы. Хочется успеть там в промежутке почитать книжку, не знаю, полистать соцсеть, заглянуть в фильм там хотя бы на чуть-чуть, не знаю, там поболтать видеозвонком с кем-то там еще. Хочется выгулять собаку. И это все, конечно, очень сильно расшатывает. И в этот момент тоже тратится время. Если у нас нет режима привычного дня, если мы выбились из рамок, потому что нам хочется все успеть, то здесь мы
как раз и получаем картину, что день рабочий, по идее, уже должен был закончиться, а он затягивается. В какой-то момент мы входим в режим, когда у нас есть поток, у нас сейчас все получается, мы начинаем работать, ритуал не простроен окончания работы, и мы ловим себя в 12 ночи о том, что опаньки, а я еще за компом. Здравствуйте, а когда же спать? В общем, как оказалось, у кого рабочий день не увеличился, не самые ленивые, а наоборот самые организованные. Да, они структурированные на самом деле. Те, кто не очень умеет структурировать свой день, и кто не очень привык к самоорганизации, тем сложнее. Потому что соблазнов добавить какой-нибудь курс, почитать, посмотреть, заглянуть на какой-нибудь сайтик интересный, много. Потому что сейчас уже тоже опять из информации от менеджеров у меня есть такая информация о том, что часть людей научилась хитрить, и трекеры не помогают на самом деле, просто в обход стать. Вроде человек присутствует, он вроде бы есть, но его нету за компом. То есть люди занимаются своими делами, поэтому в том числе рабочее время увеличится еще и так. А какие вы видите альтернативы трекерам? Альтернативы трекерам на самом деле только доверие. Доверие и самоорганизованность, другие не работают. Потому что трекер, особенно в условиях сейчас такой тревоги, которая поднялась, и страха за будущее, трекер будет работать против нас. Это будет добавочная тревога, которая будет людей структурировать, якобы она должна структурировать, чтобы они сидели там и работали определенное время. Но трекер не учитывает пика активности и спада активности, он учитывает общее время. Но результативность от трекера не очень-то влияет. Нам-то нужна результативность, чтобы люди сделали поставленные задачи. Трекер работает на другое, на то, чтобы контролировать и создавать такой полицейский контроль. То есть если люди взрослые, в общем-то, и с ними можно договариваться, сотрудничать, и они работают вообще-то за зарплату, и в этом месте очень важно доносить, мне кажется, до своих сотрудников о том, что времена жирные, похоже, как-то слегка изменились, и о том, что может меняться все, и о том, что даже IT-сфера не застрахована от того, что могут происходить перетрубации в составе тех, кто работает, в количестве зарплат, которые будут выплачиваться, то как бы здесь важно ставить акцент о том, что оставаться активным, работоспособным, уметь организовывать свое время – это сейчас ценность и важность, которую важно отстраивать сотрудникам самостоятельно. И здесь не про трекеры, а про осознанный выбор поведения. И сюда я добавляю осознанный выбор корректировки своего эмоционального состояния и вовремя обращения за помощью, если накрывает. Потому что прощелкав момент, когда вас накрыла тревога и страх, вы потеряли безопасность, ваша работоспособность в нулях. Панические атаки никто не отменял, депрессивные эпизоды никто не отменял. Сейчас это по нарастающей идет. Люди сидят дома, им страшно, и только работой безопасность не выстраивается, к сожалению. Я понял. Расскажите, какие последствия могут быть, когда мы вернемся на работу? Последствия могут быть разные. С одной стороны, люди первые дни будут, я бы так сказала, скорее всего, работоспособность сильно упадет, потому что люди от счастья встречи с коллегами будут чаще пить кофе, курить и просто взаимодействовать друг с другом. Что касается того, что, скорее всего, придут не все в офисы и сядут в open space, часть людей останется на удаленке, часть людей не вернется вовсе, потому что произойдут, скорее всего, какие-то перетрубации. Вот. И это будет некоторое такое осознавание, что ситуация, которая была до ухода на удаленку, и ситуация после удаленки кардинально меняется. И о том, что ценность осознанного поведения, то есть стабильного психоэмоционального состояния и работоспособности возрастает в разы. То есть это ценно, как ни крути. Я понял. А каким образом мы можем использовать удаленную работу для тренировки каких-то софт-скиллов, самодисциплины, внимания, возможно, чего-то еще? То, чего нам, возможно, не хватало до этого опыта и не хватало на работе в офисе? Ну вот это как раз то, про что мы говорили в самом начале. Это простраивание режима дня,
границ своих, договоренности с собственной семьей. То есть это же все на самом деле софт-скиллы, когда мы прокачиваем умение договариваться, умение простраивать свой собственный режим и следовать собственным установкам. Когда я выбираю себе, что вот в это время я ухожу сейчас на обед, это значит, что 2 часа обед. В 3 часа возвращаюсь. И в этом месте четкое следование собственным каким-то выбором и собственным планом, оно является основополагающим. Это как раз и прокачивает возможность оставаться устойчивым. То есть, понятное дело, все мы живем в режиме сейчас нестабильности. И нас много что отвлекает. И в том числе Open Space. Чаще всего мне жалуются клиенты на то, что сложно работать в Open Space именно потому, что очень много посторонних звуков, шумов, отвлекающих каких-то моментов, которые не дают сосредоточиться. Когда мы находимся дома, с одной стороны нет open space, с другой стороны наличие близких, собак, котов, не знаю, там, различных звонков и людей, которые еще не проструктурировали свой режим дня, это тот же open space. Поэтому прокачивайте, договаривайтесь, то есть следите за исполнением собственных графиков, которые вы себе построили. Это и есть отработка этих скиллов. Отлично. Давайте подытожим вкратце наш выпуск. 5 вещей, которые просто необходимо сделать каждому для того, чтобы его удаленная работа стала проще. 5 вещей. Вот сейчас прям так вот будем вспоминать, о чем мы говорили. То есть важно простроить свое рабочее пространство, выстроить границы между домом и работой, то есть должно быть разделение, отстроить свой режим дня, то есть получить ритуалы по режиму дня или выработать эти ритуалы, отстроить на сотрудничестве свое общение с близкими и с животными. Здесь про животных еще не сказала, что животное – это важный антидепрессант, то есть его наличие на самом деле и время, уделенное животному, это хорошо, оно снимает напряжение. Что еще важно? Важно о том, чтобы в вашем режиме дня стояла однозначно физическая активность, еда, и санитарно-гигиенические условия, то есть вам нужно, чтобы у вас был свежий воздух. Об этом мы тоже не говорили. Соблюдение того, как вам работать, организация рабочего места. Что еще не сказала, напомните мне, могу что-то потерять. Ритуал перехода на работу. Переход на работу и обратно. И обратно. Да. Отлично. Дорогие зрители, делитесь в комментариях, какие вы пункты уже выполнили для того, чтобы ваша работа стала проще. А это была Аннушкина Ольга, психолог частной практики. Большое спасибо. Может быть, есть какие-то вопросы? Могу пока не уходить. Давайте посмотрим. Пока вопросов нет, дорогие зрители, оставляйте вопросы в комментариях, мы постараемся ответить на них. И я искренне надеюсь, что вскоре мы сможем вернуться в наши любимые офисы, на наши любимые рабочие места. А пока знайте, что переход на удаленную работу стал возможен только благодаря вам. С вами была Минская Java Community. Подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы и до новых встреч. До свидания.